Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я хотел бы вам показать всю информацию, которая покажет вам, что наша Земля – это живой организм. Это нужно, конечно же, для того, чтобы человек наконец-то начал задумываться, кто он, и не просто кто он, но где он живет, и какая его роль в этой системе, и что нужно совершенно по-другому относиться не только к себе, но и к тому месту, где ты живешь, потому что ты живешь на живом организме. Ты пришел сюда с какой-то целью, и для того, чтобы человек это понял и начал менять свою жизнь и свое отношение к живому организму, на котором он живет и который обеспечивает его всем необходимым для жизни, мы рассмотрим ту информацию, которая покажет нам, что наша Земля, она живая, живой организм. Ну а чем отличается живой организм от неживого организма? Конечно же, в первую очередь душой. Вот главная наша задача показать, что у нашей Земли есть душа. И фактически ее строение — это строение человека со всеми его органами, только очень большого. Ну, конечно, специфического, потому что Земля все-таки более развитая духовная личность, чем человек, намного. Но главное все-таки установить, есть ли у Земли душа. Конечно же есть. И как это установить? Дело в том, что я говорил ранее, все ссылки на материалы будут в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь, о чем я говорил? О том, что любой шар, он идеален. Любой шар, сфера, он идеален и может принадлежать только к духовному миру. Чем духовный мир отличается от физического? То в физическом идет постоянное духовное развитие. В духовном мире все идеально. Духовный мир — это основа для физического. А как нужно увеличить свой духовный потенциал? Только придя в наш физический мир и как бы добавить пятый элемент к четырем ему имеющимся. То есть идеальному шару нужно добавить пятый элемент. Что такое пятый элемент? Это и есть душа. То есть душа меняет форму объекта, даже в видимом нам диапазоне объект превращается из шара, идеала, он становится яйцеобразным. Отсюда множество сказок, легенд про то, что там использование яйца в различных мифах и легендах. Почему? То есть получается, это уже одухотворенный предмет. То есть есть душа, которая теперь пойдет на новый путь духовного развития, чтобы увеличиться в размерах фактически. Поэтому я всегда и говорил, что человек в потенциале — это целая вселенная. То есть тот, кто был когда-то просто человеком, он в итоге станет целым вселенным. Почему? Потому что он увеличится в размерах, постоянно совершенствуясь в духовном плане, он будет постоянно увеличиваться в размерах, давая возможность все большему количеству живых сущностей тоже совершать свое духовное развитие. Вот же принцип духовного развития. Но это то, что вы знали и раньше, что когда есть воздух, огонь, вода и земля, не хватает только еще одного пятого элемента. Вот это и есть элемент, это душа. Но как увидеть это на нашей Земле? Да по форме Земли. И всем науке давно известно, что Земля представляет собой форму геоида. То есть это со всех сторон, если его посмотреть, это фактически есть яйцо в развитии. То есть это духовная личность, которая развивается. Как вы понимаете, точная конфигурация геоида может быть установлена только расчетным путем. Они до сих пор не знают ее точную конфигурацию. И такие расчеты с высокой точностью были проведены только после возникновения космической геодезии. То есть только в конце 20 века наука более-менее стала понимать, какая форма у Земли. То есть когда идет там спор, она плоская или шарообразная, то люди просто не понимают, о чем они спорят. Потому что та же наука говорит о геоиде. А какая на самом деле форма Земли, и причем здесь секреты восприятия человека мироздания, я рекомендую перейти по ссылкам в описании, и в конце ролика будет заставка, где я показал, какая же разница между плоской Землей, полой Землей, шаром, и сотовой Землей, и множеством другими видами Земли, потому что это всего лишь секрет восприятия человеком окружающего мира. И поэтому на нем ломается столько копий. То есть я не буду здесь все это повторять. Перейдите, смотрите, потому что древние цивилизации прекрасно знали, какую форму тоже имеет наша Земля. И что эта форма созвучна как бы и согласуется с формой все-таки яйца. То есть справа изображение как бы древних цивилизаций, которые содержатся в книге «Путями великого россиянина», я его взял, где древние предполагают, как же выглядит наша Земля. То есть если сравнить с обычным яйцом, которое находится слева, то мы видим, что эти формы идентичны. То есть Земля — это одухотворенный объект с душой, который совершает свой путь духовного развития. И люди как раз нужны для того, чтобы это духовное развитие просто ускорить.
Это когда люди выполняют свою функцию. Мы сейчас эту функцию не выполняем для того, чтобы вспомнить, кто мы, какая наша функция, и что мы действительно должны помогать нашей Земле духовно и душевно развиваться, как она помогает нам. Вот мы эту информацию изучаем. Потому что если мы посмотрим на человека в энергетическом виде, то есть с девятичакровой системой славянской, то мы увидим опять же вот эти круги и опять же образование этого же яйца, только в энергетическом плане. То есть девятичакровая система образует нас как вид энергии, то есть определенный. То есть что мы здесь видим? Здесь видим 3 основных центра. Каждый центр это 3 чакры. И потом эти 3 центра взаимодействуют, образовывают как бы еще 2 центра взаимодействия. И уже тогда 2 центра взаимодействия образуют цельное, как бы, скажем так, яйцо человеческое. Что человек находится в энергетическом яйце, которое тоже развивается. Но кроме этого существует еще жарье тело, навье тело, клубье тело, колобье тело, дивье тело, правье тело. То есть кроме развития чакр еще нужно развивать различные виды тел. То есть, на что это похоже? Ну, конечно, это похоже на матрешку, наше явье 3 тело, откуда вот это 3 центра энергетических. Плюс, что такое троичность? Опять же, это тело, душа, дух. То есть, вот откуда все эти символы, откуда вся эта информация. Но, ведь это похоже то же самое и на Землю, то есть в энергетическом плане. Если мы посмотрим вот на эту иллюстрацию из секретного дела КГБ, как они представляют на самом деле строение Земли, то что мы видим? Мы опять же видим 3 основных центра, которые взаимодействие создают 2 основных центра. А в итоге это получается цельная система. То есть в энергетическом плане Земля то же самое, что развивающийся человек. Ну плюс еще и у нее множество тоже тел. То есть это когда Земля имеет множество как бы параллельных миров, более развитых духовных своих сфер. То есть она пребывает не только в том измерении, что мы ее видим, но и в других духовных измерениях. То есть, а у нас это как бы другие виды тел. То есть, полностью ли это совпадает? На 100%. То есть, если взять человека, как бы магнитные линии человека, и мы можем увидеть, что у нас энергия выходит из рук и из ног. То есть, руки это, грубо говоря, экватор Земли, ноги это нижняя часть Земли, и идет обратно как бы в голову. Там она опять же распределяется по всему телу. О чем это говорит? О том, что у Земли, в принципе, что-то подобное должно быть и у Земли. И если мы посмотрим на эти магнитные линии, то мы, в принципе, видим подобное распределение энергии у Земли. То есть, энергии все входят в верхнюю часть, выходят в нижнюю часть. Ну, в принципе, как человек, тут осталось только дорисовать экватор, и что энергии здесь тоже входят и выходят. То есть, опять же, у человека в солнечном сплетении что находится? Латырь камень. То есть он так и называется, потому что это душа человека. Но у Земли то же самое. Если мы прочитаем, что такое латырь камень, это Белгорюч камень. В славянском фольклоре всем камням отец, близ которого упала голубиная книга, ну та, которая в сердце находится. То есть сам священный камень, по легенде, расположен в центре мира, посреди моря океана, на острове Буяне. На нем стоит мировое древо. То есть мировое древо, это я показывал в предыдущих видео, все ссылки, материалы в описании, что это и есть строение нашей Земли, там описывается. Ну, океан имеется в виду океан энергии все-таки. И когда мы видим звенчатый крест Дождь Бога, а Дождь Бог это как раз наше внутреннее солнце, то мы видим фактически душу Земли. То есть опять же мы видим тот же камень Алатырь. И энергетические взаимодействия с другими объектами. То есть, где находится душа нашей Земли? Ну, конечно, в центральном светиле. Ну, а все остальное это уже энергия, которую она излучает, получает, работает с космосом. Это как бы отдельный этап. И все это позволяет сформировать тоже кожу Земли, то, как мы знаем, поверхность Земли. Друзья, вы знаете, я рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. Это наша российская уникальная разработка, уже признанная в мире. Вы знаете, что победитель Дакара 2026, аргентинец Лусиано Бенавидесу, перед гонкой поделился, что принимает препарат синтезит. Así que bueno, lo voy a llevar siempre presente para este Dakar todos los días. А это suplemento que me ayudó un montón, así que bueno, vamos a darle. За 3 месяца до соревнования он попал в серьезную аварию, и синтезит помог ему восстановиться в рекордные сроки. И вот результат, он первый. Чтобы поднять не только железо, но и энергию и витальность, ускорить восстановление, переходите по ссылке в описании. Там собраны потрясающие отзывы и данные исследований. Сейчас очень хорошая акция идет, скидка на синтезит Макси до 40%. Но осталось буквально несколько дней такой скидки. Ссылка в описании под видео. Переходите.
Кстати, тут можно вспомнить и того же Кроноса, который вообще-то отвечал за время, то есть его коса это маленькая и большая стрелка часов фактически. То есть он главный из богов, но если мы Кроноса прочитаем в обратном прочтении, получается какой-то сонорг, то есть это сонар, солар, то есть это корона света также можно перевести. То есть что такое сонар? Вы знаете, что это объект для изучения определенных волн. Ну а солар, тот же, который древние изображали в наскальной живописи, его можно перевести, тот солар, который находится в центре Земли, как сол, это душа. То есть соль Земли, душа Земли, ар Земля, то есть это душа Земли. А почему здесь используются как бы фотографии там всевидящего ока, которое мы привыкли видеть во многих храмах? А вспомните русские сказки, кому богатыри обращались? К солнышку, к луне, к ветру. Почему? Они все видят, все знают. То есть солнышко видит все днем, луна все ночью. Поэтому всевидящий око это всего лишь признак, опять же, кого? Ну, светила, то есть объекта какого-то, луны, солнца. Ну, в нашем случае это внутреннее солнце Земли, потому что оно хоть есть, мы-то его не видим, оно уж внутри, но оно-то существует, обеспечивая нашу жизнь. То есть, и об этом и говорят иконы, которые показывают икону всевидящего ока Земли, которая находится в центре Земли. Дополнительные глаза, это вопрос открыт, это скорее всего как раз те энергетические вибрационные центры, что мы сейчас рассмотрим. Но как раз око Земли это есть всевидящее око. То есть чье это? Да все это наше славянское и изначально нам известное, просто вами подзабытое. Я вам показываю именно глаза человека, ну разных типов, видов. То есть вот примерно так же устроено и око нашей планеты, то есть в энергетическом плане. То есть все очевидно. Ну и большую часть информации мы из нашего мира мы воспринимаем через глаза. Вот вам и разные как бы солнышко, разный их цвет, вид. Но фактически это структура и принципы одни и те же. Что в малом, то и в большом. То есть это те же живые объекты. Опять же, сонар это какие-то звуки, поэтому это же и логос. То есть центральное солнце иногда называют логосом. То есть это голос Земли по-другому. То есть он же волос, то есть велес, то есть вещий лес, то есть это место образования как раз всей этой магнитосферы, информационных полей Земли. То есть фактически в центре у нас и душа, и всевидящее око, и голос еще Земли. Поэтому, если брать религии различные, то в христианстве под логосом подразумевается Сын Божий. Ну, как вы знаете, даже Бог это сын как бы Сварога. Соответственно, понятно, что он Сын Божий, то есть всего нашего созвездия, в котором мы живем. Как в Евангелии от Иоанна написано, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Богом. То есть логос слит с самим Богом, а после рождения разумного существа появляется слово логос, символизирующее какой-то высший разум. Понятно, что это высшая духовная сущность нашей Земли, которая как раз нам и доносит свои мысли, как нам нужно жить и развиваться через, опять же, слова. Ну, а к словам получаем через вещий лес, куда мы уходим и в виде сна, и куда наши души направляются после того, как происходит смена мерности. То есть вот зачем эти магнитосфера, она нас не только защищает, но и обеспечивает как бы перерождение душ, обмен информацией с душами, почему отсюда и важность как бы волос. То есть волос это тот же принцип принимающей антенны, который принимает то, что нам говорит, ту информацию, которую получается мы из центра Земли в том числе получаем. То есть видите, все насколько важно, все насколько переплетено, и что об этом все прекрасно знали древние, что опять же тот же Гераклит утверждает, что Бог это некое единство или связующее звено двух противоположных начал, ну мужской и женской энергии в принципе, да. В древнегреческой философии логосом считалось эфирно-огненную душу космоса, который может создавать форму и потенции. От них образуются вещи в материальном мире, ну совершенно верно, то есть и Земля фактически и участвует в том, что нарабатывает новую материю. То есть переводит энергии в материю для того, чтобы увеличить свой потенциал, увеличиваться в размерах и дальше духовно развиваться. Что нам говорят об этом? Например, те же ученые. То есть советские ученые, Гончаров, Макаров, Морозов установили, что Земля это растущий кристалл. То есть вот этот кристалл это и есть душа Земли. То есть это все объясняет процессы, идущие не только в недрах, но и на поверхности планеты, но и оказывающее влияние на изменение живого мира и даже на развитие цивилизаций. По мнению вот этих ученых, силовое поле этого растущего кристалла обуславливается саму структурой Земли. То есть там два кристалла вставлены друг в друга. Это многогранники, вписаны в друг друга. То есть это икосайдер в додекайдере.
То есть они формируют поверхность, как бы кожу нашей планеты. То есть эти проекции 62 вершин и середины ребер этого сложного кристалла обладают особыми свойствами. То есть магнитный, гравитационный, тектонические и другие аномалии соответствуют вершинам и ребрам этих фигур. С их узлами связаны очаги зарождения и развития человеческих цивилизаций. То есть и тех, которые мы знаем, и те, которые нам еще неизвестны даже. Тибета-Китайская, район Двуречья, Древнеегипетская, центра Южной Америки, центра Украины. То есть это фактически формируется поверхность кожи Земли. Но обратите внимание на эти структуры, которые нарисовали нам ученые на Земле. А теперь мы возвращаемся к иллюстрации души. Что происходит, когда приходит душа? Получается пятигранник. То есть получается, опять же, что пятигранная звезда. А в центре алатырь камень. То есть вот это и фактически есть душа. Обратите внимание на центр. То те же структуры, которые мы видели и на Земле. То есть как растет кристалл. То есть это растет душа фактически Земли. Набирается духовного опыта и развивается. В том числе нарабатывая материю. Ну, Земле не чужды и как бы и основные человеческие части. Например, если мы посмотрим на снимки Арктики, то мы видим здесь РТ, то есть фактически это не просто Тор, как бы сама Земля, ну и род Земли. То есть Арктика это род Земли, через который она потребляет энергетику. Посмотрите, он синей стрелочкой выделил, даже зубки видны. Ну, понятно, что наука не признает, что там на севере и на юге то открываются, то закрываются различные отверстия. Но факты остаются фактами. То есть, а внизу на что находится Антарктика. То есть место выхода энергии, как бы те, которые уже прошли переработку. Ну, в том числе место выхода в душ для их дальнейшего распределения по Земле. Ну, а в центре Земли что тогда находится? Живот, богиня Жива. Она же жизнь, она же вновь рожденное железо, которое как раз обеспечивает продолжительность жизни не только Земли, но и человека. То есть все закономерно, все. То есть это справа как бы тибетский манускрипт, показывающий строение Земли. Слева как бы форма мирового древа славянского. Ну, одна из них. Мы видим, что основа это буква Ж. Буква Жива, жизнь. Здесь то же самое у тибетцев. То есть источники информации у всех одинаковые. Ну, что нам говорит современная наука, как она поможет определить две другие структуры, что по бокам от этого живота, от жизни Земли. Что примерно на полпути от поверхности Земли до центра есть две горы из горячей сжатой породы, которые пронзают внутренности планеты, каждая размером с континент. То есть ученым о них практически ничего не известно. Вот я их выделил. Одна как бы под Африкой, другая где-то в Тихом океане. Это очень важные структуры. То есть мы их видим и в секретном деле КГБ, где они показаны как плюс и минус. И вот этот плюс, вот это и есть пульс Земли. То есть то место, где рождаются магнетизм и как бы частоты Шумана. То есть это не просто пульс, а значит и сердце Земли, место рождения магнетизма, но это и мозг Земли, то, что мы знаем как бог Ди. Ну, в славянских мифах, легендах, я его рассматривал в предыдущих видео. То есть вот образуются определенные гармоники. И что интересно, они полностью соответствуют с ритмами работы головного мозга человека. То есть резонанс ионосферы, частоты Шумана полностью влияет на нас. То есть мы подчинены им на 100%. То есть мы зависим от них на 100%. То есть это ритмы работы головного мозга Земли, сердца Земли. И, соответственно, оно влияет и на наше мышление, и на сердечную деятельность. То есть на все. То есть отдыхаем мы или бодрствуем, все зависит от этих гармоник. На какую мы настроились, ну как бы такой процесс с нами идет. А рождаются они в центре, в сердце Земли, там где рождается и магнетизм. То есть если мы посмотрим на усредненные суточные колебания, то мы смотрим, что от частот, основных частот Шумана зависит и работоспособность человека. А о том, как эти частоты отражаются от ионосферы, как раз зависит от содержания мелатонина в организме человека. То есть это гормон сна, как бы гормон долгой жизни, потому что когда его достаточно, в организме человека идут восстановительные процессы. Он восстанавливается и, соответственно, дольше живет. То есть как связан человек с вибрациями Земли? Напрямую. Ну, соответственно, Земля имеет те же самые фактические органы. Да, ну может не в таком привычном виде, как мы привыкли, но все-таки это пульс Земли, сердце Земли, мозг Земли и место рождения магнитосферы. То есть если посмотреть на эту схему, то есть место колебания. Вот эта структура D под Африкой она находится, она рождает магнетизм. Но есть антипод, как бы точка А к анти, там где идет отражение этой волны как бы магнитной.
И это отражение магнитной волны позволяет как бы и саму магнитную волну формировать, но и формировать как бы электрическую волну, которая кроме цельной волны есть как бы половинчатая волна, она как раз проходит через центр Земли, через кристалл, и образуется электричество Земли, то есть получается электромагнетизм. То есть фактически запускается в работу вся основная система. Ну и получается как раз эти частоты Шумана. То есть, а антипод этой точки Д, что это? Это структура Мара. Мы ее знаем как пуп Земли. Она же генератор водорода из эфира. То есть, почему у нее минус? Вспоминайте мои видео про живую воду. Вот она и генерирует легендарную живую воду. То есть, когда мы спрашиваем, а где там живое железо, ну, яблоки эти молодильные, а где находятся там источники вечной молодости живой воды, мы всегда попадаем куда? Под землю. В ее строение, в строение полой Земли. Я это много раз рассматривал. Перейдите, посмотрите. Вот что нам дает наука. Вот эта структура Мара. Она находится в Тихом океане. Тоже как бы не просто так. Давайте посмотрим, что же у нас там в Тихом океане официально. Марианский желоб или Марианская впадина. Вот она, богиня Мара. Здравствуйте. Океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана. Самый глубокий из известных на Земле. Назван, считается, по названиям ряда Марианских островов. На теперь мы понимаем, что назван по богине Маре, между прочим. Обратите внимание на форму. Впадина имеет форму полумесяца, длиной около 1500 километров и ширина 69. То есть на дне вот этой впадины давление 1086 бар, что в 1071 раз больше стандартного атмосферного давления на уровне моря. Температура внизу 1,4 градуса. А как изображали древние тот же пуп Земли, кстати, Куско, это и есть пуп Земли, официальное название столицы империи инков. Ну, ближе всего все-таки остров Пасхи, который так и называется, пуп Земли. То есть, вот эти рапануйцы называют ритуальную площадку с большим круглым камнем в центре и 4 меньшего размера по сторонам света, а также это одно из названий самого острова. То есть, они называют себя не просто так, потому что они ближе всего к этому пупу Земли, то есть структуре Мара, или Марианская впадина, как она называется. А теперь давайте рассмотрим славянские символы богини Мары. Полумесяц, то есть Марианская впадина. 2 перекрещенных линии с центра, с центральной точкой, это пуп Земли, который мы только что видели. Вот это символ это воды холодной, потому что не льда, а именно холодной воды. 1,4 градуса это есть холодная вода. А вот эта структура это как раз Мара-Ды-Ви, то есть это соединение с Дыем, соединение с центральным Солнцем, соединение с структурой Ви, которая обеспечивает смену дня и ночи в глубинах нашей Земли. То есть фактически вот он, пуп Земли, вот откуда эти символы, и что они полностью подтверждаются современной наукой, теми знаниями, которыми мы обладаем фактически только сегодня. А древние об этом знали всегда. Ну, так что предлагаю делать выводы. То есть в данной статье мы рассмотрели всю имеющуюся информацию, которая позволит нам сделать вывод о том, что наша Земля является живым существом, которое по своему строению очень напоминает обычного человека, только очень большого размера. Отличительной особенностью любого живого существа есть душа. Присутствует душа и у нашей Земли. Об этом говорит само строение нашей планеты. Так, Алатырь камень, то есть Белгорюч камень, в славянском фольклоре всем камням отец, душа Земли, близ которого упала глубинная книга, глубинные знания, они всегда у нас и в сердце находятся, так же то же самое и в земле. Сам священный камень, по легенде, расположен в центре мира, посреди моря океана, на острове Буяне, на котором стоит мировое древо, то есть все строение Земли фактически, с него начинается. Кронос в тех же легендах это верховный бог, изначальный бог Земли Титанов, он же Сонар, Солар, то есть корона света в том числе. Солар, вот оно имя нашего светила в центре Земли, то есть соль Земли это душа, ар это земля, то есть душа Земли, оно же всевидящее око, он же логос, голос Земли. Логос или голос Земли это же тот же самый волос, он же велес, он же вещий лес, то есть магнитные поля Земли фактически так образуются. Также на спутниковых снимках мы видим, когда Арктику, то есть это тот же РТ, Тор, род Земли, даже зубки видны на старых снимках. Сейчас этот объект, область закрыта, мы ее не увидим, что там происходит. Они же врата Посейдона в легендах. То есть это место входа энергии. С обратной стороны находится Антарктика, то есть место выхода энергии. В центре же Земли богиня Жива, то есть живот Земли, жизнь Земли и железо вновь рожденное Земли.
А примерно на полпути от поверхности к центру Земли наука нашла две горы из сжатой породы, которые пронзают внутренности планеты, каждая размером с континент. Одна из них находится под Африкой, это структура Богды в славянской легенде, это он же пульс Земли, сердце Земли, мозг Земли и месторождение магнетизма Земли. Вторая структура это богиня Мара, пуп Земли, генератор водорода из эфира и живой воды. На поверхности Земли это Марианская впадина, то есть в честь кого она названа? В честь богини Мары, а не просто островов. Это подтверждается и то, что в том же районе есть Куско, пуп Земли, официальное название столицы империи инков. Ну и пуп Земли это название самого острова Пасхи. И там же называется ритуальная площадка с большим круглым камнем в центре и 4 меньшего размера по сторонам света. А также это название самого острова Пасхи. То есть все это подтверждает, что наша Земля живая, у нее присутствуют те же органы фактически, как у человека. Ну, в каком виде они реализованы, это вопрос отдельный. Все-таки Земля объект гигантский, совершенно другого уровня духовного развития. Поэтому можно сказать, что Земля живая. Я думаю, выводы, информация говорит, да, наша Земля живая. Человек не просто должен относиться по-другому к Земле, но и понимать свою роль в этой системе. Ну и помните, новая информация с одного раза не усваивается. Смотрите столько, сколько нужно. Повторение – это мать учения. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, будут под видео. Если что, нажмите кнопочку «Еще». Откроется описание под каждым видео. Также переходите на мой сайт. Ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.